сколько можно праздновать? Остановитесь! Ну а если серьезно, мне кажется, столько праздников, сколько на Филиппинах, нету нигде в мире. Хотя, может, я ошибаюсь, если думаете по-другому, то поправьте обязательно. Давайте посмотрим, как мы отмечали Новый год несколько раз подряд в разных локациях. Единственное, что объединяет, это везде было куча разной еды, разных закусок, разных конкурсов. Хотя сегодня конец января, мы опять празднуем китайский Новый год. Почему-то на Филиппинах государственный праздник, то есть сегодня выходной, поэтому мы сегодня будем делать гриль. И пока мы будем делать гриль и готовиться к очередному празднику, мы расскажем про то, как прошли наши праздники до этого. То есть это Рождество, Новый год. Рождество мы встречали несколько раз. Говорю, слушай, а сколько вообще праздников на Филиппинах, национальных праздников каждый год отмечается на Филиппинах? The Philippines celebrates 80 national holidays every year. It is divided into three categories. We have regular holidays, special non-working holidays, and special working holidays. Три категории только. Регулярные, есть специальные праздники, то есть, это все в любом случае не рабочие дни, и они отдыхают, празднуют. Помимо того, что еще каждый барангай, то есть барангай это как район города, каждый барангай еще у него есть фиеста, не отмечают, собирается всем барангаем, там танцы, караоке, пивко, туда-сюда. Короче, праздников здесь просто огромное количество, не успеваешь за всем этим следить и все это отмечать. Плюс еще, естественно, семьи большие, какие-то события случаются, печальные или там веселые, там рождения, похороны там, и так далее, дни рождения. В общем, праздник за праздником. Короче, с чего все началось и как у нас все это проходило. То есть самая первая наша часть, скажем так, это заключалась в том, что мы отмечали Рождество. Отмечали его здесь дома, всей семьей. Приготовили кучу еды. Я приготовил, естественно, оливье, потому что без оливье праздник не может быть. Была куча другой еды, естественно. Мы готовили креветки и готовили на гриле свинью. Напомню, как называется pig? Lechon belly. Лечон белли. То есть это часть, скажем так, грудинка свиньи, помещается на вертел бамбуковый и над углями несколько часов, маринуется, естественно, до этого, и несколько часов жарим. Вот Рауль, брат Лори, как раз занимался этим вопросом, он там все намариновал, закрутил, связал, и вот мы жарили лечон белли, это называется. А как называется лечон, когда он целиком слечен? А вот когда большая свинюшка, кстати, у меня был выпуск про лечон, который целиком свинюшка, вот здесь оставлю ссылочку, обязательно перейдите, посмотрите. Это, целиком, когда запекается свинюшка, вот тогда это лечон, а лечон белли это, соответственно, в общем, брюшко свинюшки, вот лечон белли. Сейчас мы, я думаю, тоже приступим потихонечку к готовке. Сегодня у нас просто незамысловатые блюда, мы просто приготовим на гриле свинюшку, зажарим и немножко курочки. И будем рассказывать, соответственно, как у нас что происходило дальше. Мяско, в принципе, я говорил, что у нас тут ничего замысловатого, просто свининка, просто немножко курочки. Все по-простому, по-домашнему. И сейчас разожжем угольки и, собственно говоря, приступим к жарке. Так вот, мы собрались все за столом, уже приготовили все блюда. Первую нашу часть, скажем так, накрыли поляну. Я в предвкушении был оливьешечкой, сейчас, думаю, отведаю. Как вдруг кузен Лори нас позвал к себе. То есть, do you remember how it was? Yes. So when we are about to eat, my cousin Catherine chatted me in Messenger, inviting us to dinner at their place. Да, и нам пришлось срываться резко с нашего застолья, ехать тут, недалеко, но тем не менее пришлось ехать туда, в дом к ее кузину, к ее дяде. Там тоже была куча родственников, кейтеринг организован был, и вот там как раз был тоже целиком вот эта свинюшка, лечон, который целиком. То есть нам пришлось там сначала поесть, немножко выпить, закусить, как говорится, и тогда мы уже вернулись сюда домой, чтобы продолжить отмечание Рождества уже здесь, с любимым оливье, с любимыми нашими закусками, которые мы приготовили. Я поначалу даже расстроился, думаю, как так, мы столько всего наготовили, тут нам надо, оказывается, куда-то ехать, куда-то срываться. То есть, а здесь это в порядке вещей. То есть кто-то из родственников, который живет тут рядом там с вами по соседству, он, оказывается, тоже организовал там какую-то поляну и вполне может вас там сорвать с места и позвать к себе. Ничего страшного. Тоже мы там обменялись подарками немножко, пошутили, посмеялись, и вот мы вернулись сюда и продолжили уже здесь нашу пьянку-гулянку.
Обратите внимание на погодку сейчас. Вот сейчас конец января. Постоянно идут дожди. Ну, не постоянно, но частенько вот так вот они накрапывают, накапывают. Без тайфунов, там, без катаклизмов, но тем не менее. Поэтому имейте в виду, если соберетесь на Филиппины в это время, то это будет в основном пасмурно и в основном дождливо. А вот с конца февраля и по май будет жаркий, очень жаркий такой сезон, скажем так, летний сезон. Вот у нас здесь, кстати, дерево папайя. Год с небольшим назад она была метр с кепкой, а сейчас посмотрите, какая вымахала. Дерево 4 метра. И вон там, видите, выгрызенные плоды. Это к нам прилетают каждую ночь летучие мышки и подъедают нашу папайю. Ну и плюс всякие птички и другие обитатели. Угольки у нас уже, собственно, готовы. Сейчас мы начнем закладывать мясо и продолжим наше повествование. Когда мы вернулись сюда, покушали хорошенько все, и потом были всякие конкурсы и вручение призов. Причем интересно, что призы здесь, не призы даже, скажем, подарки. Подарки готовятся заранее, и никто не знает, ну, такие шуточные подарки смешные, и никто не знает, что он получит. Сейчас мы спросим у Лори, собственно, как это определяется. Can you explain how you change the gift? Like... Okay, so for our exchange, we prepare yeah. a gift that is something funny. And then, like, we don't know yet who will we give it to, right? And then, like, on Christmas Day, I wrote a number on each gift, and I also let everyone pick a number. No? So, like, the number you will pick, of course, that will be the number of the gift you will receive. В общем, да, здесь такая фишка, то, что подарки не просто там, да, как у нас, допустим, ну, там, это там для дяди, это там для бабушки, это для дедушки, а здесь как бы кладутся под елку, скажем так, все подарки, им присваиваются номера, и потом номерки эти кладутся, ну, в некую там, да, емкость, я не знаю, контейнер, там, банку, и каждый перемешивает, вытягивает, ну, типа, как викторина, как лотерея, и кому-то достается рандомно там всякие смешные подарки. Так, курочка наша уже, в принципе, подходит к своему, скажем так, готовности. И так, на чем мы остановились? Значит, мы вручили подарки, вот это все там разыграли. Также были еще и денежные призы, там, небольшие, символические, за участие в конкурсах. И примерно так у нас завершалось это мероприятие, связанное именно с отмечанием это здесь, дома. Что мне больше всего понравилось, так это, конечно же, салат оливье, потому что я его большой фанат. Интересно, что Лори думает. Что ты думаешь насчет оливье? Do you like it? Yeah, it tastes good. Yummy. А что ты выберешь, если между оливье и леченым? Что ты выберешь? Of course, I'm loyal to lechon. I like lechon. Ну, здесь наши вкусы, наверное, немножко расходятся, хотя я бы предпочел и то, и другое. I don't like, I prefer both, like лечон and оливье also. Следующая наша часть уже заключалась в том, что поехали к дяде Лори в другой город, где-то 60 километров от нас, и там было огромное мероприятие, много семей, по-моему, 4 семьи разные, вот наша семья, там семья дяди одного, дяди другого, там родственники из там, другого конца острова. В общем, много семей, и прикол был в том, что у нас был как дресс-код, что у каждой семьи был там свой цвет одежды. Remember, it's like dress code for the celebrate different families. From our Maltese, our The red one. other later they wore white t-shirt. Yeah. В общем, получается, что наш был красный цвет, поэтому у нас были там красные футболки, красные платья. У других семей там были ну, там, белые, допустим. Вот, и делали такой баннер. Начали с того, что мы, собственно говоря, приехали туда, начали украшать все это, ну, по-местному там повесили баннер, like family banner, like with pictures. Tarpaulin. Тарпулин? Yeah. Тарпулин называется, короче, семейный баннер. Повесили на стенку, там шарики-фонарики, елка, опять же, подарков куча положили под елку, и, в принципе, там была та же суть вручения подарков, то есть там номерки, тоже там вручались подарки, но там масштаб, единственное, был больше. Также нас встречала по приезду, когда мы приехали, там встретила огромная такая бочка. Do you remember when we
arrived like the blue tank with ice Yeah, and yeah, beer, like so. Очень большой такой огромный контейнер, with там different lot of, yeah. Ну и после того, как все там с друг другом поздоровались, грубо говоря, пообнимались, началась такая, скажем так, официальная часть программы, которую, кстати, Лори подготовила. Told about how you prepare the script. So I was assigned to like create a short program. So the first part of the program, we had like a photo shoot. So each family will have a photo shoot and like picture taking. And then like again, we had the blessings of food since it's already like dinner time and we all reached there like the others. The third part of the program, we had the of course the Christmas dinner. After the Christmas dinner, like we had this gift giving, like exchange gift, and then my uncle prepared also like a raffle draw, like their family prepared like gifts for everyone. Like each one has like the opportunity to pick a number, and they can freely get the based on the number they pick. Nanay is number 8. Okay, so lahat ka na. 1 year supply sa Requested representative from Team Ormoc para pumunod sa Manirante. Ma, ikaw na lang. And then like there's this dancing and then singing, and then of course like there's also a lot of games, and then a lot of prizes also during the event. Действительно было большое количество различных конкурсов, причем с хорошими призами, скажем так, денежными призами. Там один из конкурсов был, когда нужно было танцевать, и в какой-то момент музыка останавливается, и нужно было замереть в какой-то, в той позе, которой ты там танцуешь. Кто, в общем, двинулся, как игра в кальмаров, типа того, кто двинулся, тот выбывает из игры. А кто остался в этой же позе, тот, соответственно, продолжает участие. При том, что есть такой соблазн двинуться, потому что в этот момент кидают тоже деньги, они падают на пол, и, соответственно, если ты, допустим, искушенный, или ты чувствуешь, что ты не можешь там задержаться в этой позе, или рядом с тобой упала там купюра, то тебе выгоднее, грубо говоря, там схватить эту купюру, выбыть из игры, но зато остаться с денежкой, грубо говоря. А те, кто завершает игру, те, соответственно, становятся там супер призерами, да, и получают там большее вознаграждение. Плюс еще были игры такие, что просто, допустим, все танцуют, музыка громко играет, и в толпу забегает кто-то из гостей, либо, организатор, скажем так, вечеринки, там, дядя Лори, и разбрасывают деньги, и тоже все, соответственно, веселятся, там, собирают эти денежки, то есть получается, что можно было там нормально озолотиться еще, как говорится, на этой вечеринке. Конечно же, алкоголь. Я, кстати, притащил что-то хотелось такое аутентичное. Что может быть аутентичнее, чем русская водка, да? Вот. И здесь тоже можно ее достать. Здесь есть сетевые магазины 7-Eleven, там можно приобрести различную европейскую там и другую продукцию. Там она называлась Russian Vodka, но на самом деле она, конечно, произведена не в России, но аутентичность как бы вот такую небольшую тоже создал, и там все тоже тестировали, там дегустировали, скажем так, эту русскую водку. И, конечно, там еще было куча других напитков, на любой вкус там. Кстати, насчет алкоголя еще был интересный конкурс. You remember how I also has a competition with drinking beer? We joined the drinking competition, but my brother won the prize. Yes, это было так немножко грустно, то что я думал, что, такой стереотип, да, что там русские там пьют там в 3 горла, грубо говоря, и никто их перепить не может. Но каково же было мое удивление, что я и продул в этой битве ее брату Раулю, потому что Рауль, дважды я участвовал, и оба раза я занимал 2-е место. Конечно, почти были прям рядом. Рауль все равно всегда побеждал, то есть одерживал 1-е место. Я не знаю, как ему это удавалось, то есть там просто моментально выбивал. 2, 1, go! Raise your bottle higher.
Unsa man na run ay kaligo run. Hala, grabe yung Raul. Hala, grabe. Raul, Valerie. Ranay consolation. Daddy, claim your reward. Но, тем не менее, поучаствовал, было весело, смешно и... Ну, немножко обидно, да, то, что проиграл. I felt like a little sad because like, how it's possible. Russian man, yeah, so sad. Ну, ничего страшного, как говорится. В любом случае, по итогу победила, естественно, дружба. До 4 утра сидели, там пели караоке. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. Караоке здесь это ну, обязательная часть любого праздника, любого там, в любом доме есть караоке, и, соответственно, мы, естественно, тоже пели. И даже я пел. Before I never tried. Yeah, yeah. I heard your like voice. Да, Лори, Everyone heard your voice. Лори уже пошла. You already going to sleep on that time, right? I was already sleeping and he keeps on singing. Да, короче, Лори уже, ну и многие гости уже пошли спать на тот момент. Там и стойкие держались, там допивали остатки алкоголя и пели, орали эти там песенки. А утро тоже, кстати, началось. Утро началось, ну, скажем так, с похмелья. Все выпили там легкого пивка. Здесь есть такое этот Сан-Мигель пиво, оно легкое, там 3 градуса, там, не знаю, как лимонадик. И вот с перца мы там немножко похмелились, поели, куча еды, естественно, осталось. И has a breakfast in the morning. Because And then like a Zumba, but you weren't able to join because he's still sleeping and you're still sleeping. Да, короче, интересно. It's the Zumba. Да, я пропустил Зумба Дэнс. Я так ждал, потому что много слышал об этой Зумба Дэнс, когда все там танцуют, все огромной толпой танцуют. А я в этот момент, так как завершил свое, скажем так, пение караоке поздно, я встал позже всех, наверное, ну или там около того, там, ну, то есть сильно позже других я встал, и, короче, пропустил я Зумбу Дэнс, другие танцевали. Вот. Примерно так закончилось, то есть мы там провели, можно сказать, сутки в таком вот веселье, ну и потом постепенно вернулись уже домой, вроде как немножко отошли, но это было уже 29, то есть 28 декабря у нас все это происходило, 29 мы вернулись, и уже вот-вот, и что, и Новый год, опять праздновать, опять веселиться и плясать, караоке и там так далее. Но насчет еды у нас уже было скромнее. Решили такой устроить себе, можно сказать, разгрузочный день, то есть не стали уже жарить там свиней, курей. Короче, сделали такое... do you remember it's like a seafood table like this? I remember like my mama also like requested like I hope we can prepare like seafood because like during the Christmas season like we eat a lot of pork like meat. So she wanted and like I think everyone also wanted to eat seafood already because they miss the seafood. Да, мы уже настолько просто уже объели все за отмечание там Рождества, что решили устроить себе такую небольшую разгрузку и устроили такую себе seafood party, то есть там морские продукты, вот include like the crabs, shrimps, fish. Короче, у нас, да, чисто такое вот пати было, все было с кукурузкой, там было, на самом деле, очень вкусно, и после свинины прям хорошо зашли, там, морепродукты. Я, кстати, приготовил, do you remember, egg with, like, prepare mayonnaise, cheese and yolk, garlic, yolk and mayonnaise. Я думаю, оливье готовить еще раз как-то уже, ну, вроде как ни к чему.
но я приготовил, вспомнил яйца фаршированные. Наверняка же вы готовили, пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте под видео и подписываться тоже не забывайте. Фаршированные яйца, ну, то есть где желток вынимается, да, перемешивается с сыром, чесноком, майонезом и назад выдружается и посыпается там зеленым лучком. Но я думаю, все готовили, и все примерно там у всех одинаковые рецепты этих яичек. Да, здесь к майонезу такое отношение, то есть я люблю майонез, не скрываю этого, как бы не стесняюсь, скажем так, я люблю майонез, я большой его фанат, и салаты с майонезиком, вот. А здесь вот люди к майонезу относятся настороженно, и блюда с майонезом употребляют там крайне редко и аккуратно. Но, допустим, оливье им зашел, и вот эти яйца фаршированные тоже, ну, на основе, можно сказать, майонеза тоже зашли, поэтому постепенно тоже внедряю, скажем так, блюда европейские или, как сказать, российские там. Помимо того, что здесь тоже всякие были, опять же, конкурсы, опять подарки, опять примерно то же самое. Ну, соответственно, салюты здесь тоже были, вот мы пошли посмотреть, правда, у нас здесь, ну, деревня, скажем так, но, тем не менее, тоже пошли там погромыхать, подудеть дуделки, там, кто завел машину, кто там бибикал, кто сигналил, короче, вот здесь вот любят вот этот шум, хаос и все такое. А потом мы опять вернулись в дом и начали петь. И, кстати, я, по-моему, тоже пел в этот раз. That time I also like sing a song. Yeah. Тоже уже девчата пошли спать, а мы остались с ее братьями, Рауль и Рэнди, и сидели там, ну, пили алкоголь и пели песенки часов до 2, наверное, до 3 ночи. Вот так вот завершился, собственно, наше отмечание Нового года. Это был, так скажем так, общий Новый год, а сегодня, еще раз повторюсь, что сегодня мы опять празднуем, сегодня мы празднуем китайский Новый год. Курочка у нас уже сейчас на подходе со свининкой, сейчас мы будем снимать, соответственно, и начинать отмечать опять, то есть опять есть, опять, ну, пить мы сегодня, по-моему, не будем, мы не брали ничего алкогольного, кока-кола, там, фанта, вот, но кушать опять мы будем. Сейчас мы снимем курочку. Время снимать. Тоже тут никаких секретов. Курицу я мариновал с чесноком, сахар, соль, перец, чеснок, немножко соевого соуса, собственно, немножко растительного масла. Вот и все. А свининку аналогично, только единственное, вместо чеснока был лук. И получается нормально. Иногда я смазываю еще там типа там каким-нибудь соусом перед завершением приготовления, там на основе кетчупа или типа того, здесь местные любят. Но я не особо так люблю, поэтому больше люблю, когда ничем не смазано. Ну вот. Так, ну поэтому у нас все готово. В плане мяса сейчас мы будем перемещаться уже в дом. Будем сейчас отмечать, сейчас придут гости. Поэтому сегодня мы совершаем наш показ. Не забывайте, друзья, подписываться, это очень важно, ставить лайки, пишите комменты, как вы встретили свой Новый год, как вы встречали Рождество, когда вы его отмечаете. Потому что здесь отмечается католическое Рождество, здесь отмечается православное Рождество, тоже об этом напишите. Как вы отмечаете, что ели, что пили, что делали, мы все комментарии читаем, нам это интересно. Поэтому до новых встреч, увидимся. Пока-пока, всех с Новым годом, с Рождеством и до новых встреч!